Друзья, всем привет из города Корча, Албания. Я сейчас сижу на лавочке и смотрите, что у меня в руке. Это пиво, которое называется Корча, то есть одноименное название, как и города. Вот, именно здесь оно и делается. И город, в общем-то, приятный, хороший. Почему сейчас не показывают такие красивые виды города? Ну, потому что я еще не дошел до туда. Сейчас я покажу. Сейчас я пройдусь туда немножко и покажу вам красивые виды. А пока я сижу на лавочке и, наверное, открою этот пивасик и попробую за ваше здоровье. А еще за ваше здоровье я бы очень просил, чтобы вы подписались на канал и нажали кнопку лайк, если вам нравится это видео. Погнали! Албанские бункеры в городе Корча. Смотрите, какие интересные. Я бы сказал, очень даже любопытные. Закрашены еще под такой милитаристский свет. Интересный. Да. Только входа нет, я не могу никак найти вход в них. Получается, что, входа и нет? Да. Как пройти-то внутрь, я не могу понять. Входа нет. Обычно в них вход есть. Ты чё тявкаешь, шавка? Здесь тоже входа нет. Как в них заходить? В чем идея? Неужели это со зданий только зайти можно было раньше? Не могу понять. Заварено все просто. Вообще, город Корча, мне кажется, очень даже зеленым. Ну реально, посмотрите, сколько зелени. Обычно столько я в албанских городах не вижу. Ну хорошо, в Тиране, может быть, да, парк есть большой. Но в той же Влёре я нормальных парков-то и не помню. Да и в Дурсе, честно говоря, не очень-то помню. Так что, возможно, да. Все-таки есть города-исключения в Албании, где есть нормальные парки и зелень. Честно говоря, этого не хватало. Автобусный терминал, друзья. Любопытная вещь. В Албании тоже не часто я вижу автобусные терминалы. В основном просто остановки автобусные. Просто автобусы так вот на дороге стоят, да. Это автобусный терминал, но я не вижу, что он работал. То есть он нифига не работает. Очень странно. Хотя нет, не странно. Как оказалось, друзья, остановка автобусов, вернее, сами автобусы, да, находится возле увлажнителя воздуха, который находится здесь вот. Слава богу, он сейчас его не увлажняет. Ну а сам терминал, вход закрыт, заборонен и все прочее, скажем так. Очень непонятно, зачем он вообще тогда есть здесь, если он не работает. Здесь в Корче есть все необходимые магазины. Первый — это Джамбо, детские вещи, видимо. Спар — это супермаркет. Вот дальше Нептун, это электроника, и LC какие-то шмотки. В общем-то так. Быстрая походка и взгляд чугунный, поэтому меня называют безумный. Почему-то подумал я именно о этих строчках, когда смотрел на эту собаку и ее взгляд. Стандартные такие райончики в городе Корча. А вот дом прикольный, кстати. Прикольный местный креатив. Смотрите. Баттерфляй. Газета она и в Африке газета. Видимо, будка для продажи газеты. Интересное здание, да? А под ним сразу кафешка Моншери. Одна из, мне кажется, наиболее интересных в плане того, что дизайн европейский вообще неплохо. Вот. Не так много таких вот кафешек уровня Старбакса в Албании, если честно. Но есть несколько уже хороших, да, есть. Прикольная такая вот ресторанная улица в городе Корча. И что оказалось интересно, почему-то здесь до 8 вечера все рестораны на еду закрыты. То есть поесть нормально здесь не получается. Тут какие-то напитки и все прочее такое. Это реально напрягает, ребят. Потому что хочется порой просто покушать, а это невозможно, все закрыто. Так что можно либо пройтись, либо попить кофе. Эспрессо с водой. Стандартно. Как я уже привык в Албании, когда есть нечего. Когда путешествуешь, а днем-то и поесть негде. Очень странный феномен, но такой вот он. Как вам такой кубик-рубик в центре города? Ну, типичные улочки, европейские такие. И этим интересен этот город, что здесь таких улочек довольно-таки много. То есть нетипичное явление в Албании, чтобы вот такие улочки были. Все закрыто, смотрите. 7 часов вечера, ничего не работает. То есть, что я и говорю, просто перекусить быстренько даже не получится. Здесь вообще ничего нет. Ждите 8 часов вечера, тогда что-нибудь может откроется. А пока наслаждайтесь тем, что ничего нет. Эх, грустновато порой.
А вот смотрите, какой-то барчик. О, в бубен бьют там. Ну-ка. Так, это вообще из розетки выключено, не работает. Никого здесь нет. А кто ест? А никто не ест, все только пьют. Вот по барабанам стучит чувак. Смотрите, а это что-то вроде супермаркета. Но все опять же закрыто. Казалось бы, вечер. Все должно работать. О, кстати, можно вес проверить, да? И рост получается. Фонтан хоть работает. Ну, спасибо. Все остальное закрыто. Ну да, как-то не очень. Странно. Суббота, вечер. Ребят, как такое возможно? Только на Балканах, походу. В общем, днем только мороженое, пиво и кофе с чаем, наверное. Хотя нет, чая тоже особенно нет. Чай я обычно здесь не пью и не видел его особенно. Вот. О, сейчас будет играть что-то, смотрите. Что-то интересное будет, стопудово. Какие горы классные вдалеке. Просто отличные. Красиво. Красиво. Здорово. Хорошо. По-домашнему. Чую, позвонить уже не получится. Вот там даже по-английски написано внутри. Интересно, а что с другой стороны? Тут что есть? А, тут бутылочка с водой, понятно, удобно. Ну что, нормальный телефон, можно и позвонить. В городе присутствуют социалистические мотивы на зданиях. Конечно, в городе Корча есть обилие фонтанов на квадратный миллиметр. Я бы так сказал. Фонтанов реально много. Смотрите, какие классные. Вообще красивый зеленый город. Любопытно. Очень здоровский. Какие классные, интересные часы, смотрите. Здоровские. В Албании очень любят круговое такое вот движение. Не знаю, с чем это связано, но это факт. Фургончик Volkswagen, смотрите. Таких много в Калифорнии видел. Это что-то, по-моему, не версия до кемпинга, не знаю, как-то. Закрыто как-то. Ну, прикольно. Желтый, стандартный. Центр города Корча. Такой памятник стоит здесь. И церковь, смотрите. Очень красивая. Да, город интересный. Имеется Моншери. Как в любом важном стратегическом албанском городе, здесь можно бахнуть кофе. Причем даже не самого плохого, я скажу, ребят. Давайте пройдемся по этой улице. Что там у нас имеется. Здесь у нас играет по правой стороне какая-то живая музыка. А, собака пьет с фонтана. Забыл еще показать. Очень важный момент. Так, что здесь еще? Дети катаются. Люди отдыхают. Как говорят мне, это все называется по-албански джирить. Типа чилить. Вот. Из того, что я услышал, что мне сказали. А там я не знаю, вроде как это. То есть тусить по вечерам, это называется джирить. И почему по вечерам? Потому что вечером здесь нормальная температура, то есть вполне себе приятная такая. А днем в Албании обычно очень жарко и некомфортно. Я бы не стал гулять днем очень долго. Очередная кафешка по правой сторону. Мини-маркет, магазинчик. Так что идем гуляем дальше. Пиццерия тут всякое такое. Ой, бутик, смотрите. Бутик даже есть. Надо же, интересно. Еще одна кафешка. Очень любят здесь кафе. И в основном эспрессо. С водой. С водой обязательно. Если в Америке пьют американо, литрами просто, здесь отдельно все пьется. Irish pub. Смотрите. Никогда не был в албанских пабах, если честно. Просто потому, что я никогда не видел их, ну, в европейском представлении, так скажем. Обычно это просто места, где бутылочное пиво продают. Драфта, именно такого разливного пива в Албании, это особо и не видел. Так, газета здесь продается в основном сигареты, как я понял, а не газеты. Кому сейчас нужны газеты? Сейчас все в онлайне. Так, значит, сгара
Это гриль. Вот там написано «Сгара». Здесь у нас гриль имеется. Ну, можно хорошо покушать так. Гриль в целом вкусный, но в Албании очень сильно любят слишком солить. Очень соленая получается. Я думаю, это в целом схоже на всех Балканах. И еда очень похожа на Балканах, я скажу так. В целом в Албании еда очень простая, я бы сказал. Потому что принято есть обычно микс-салат. То есть салат с чем-то, там помидоры, огурцы, все это рублено, перерезано, смешано. Без всяких лишних добавок, кроме масла. И хлеб подается. Ну и, соответственно, гриль какой-нибудь. Мясо. Все такое натуральное, вкусное, весьма полезное. Так, Башкия написано. Здание, значит, это администрация. Муниципалитет. Нет, приятный город, что могу сказать. Такие весьма широкие прогулочные улицы. Походить приятно. Моря, конечно, нет, озера тоже нет, но все равно считаю, что красивый город. Здесь, по идее, должен быть телефон, но, увы. Театр масок, получается, да? Весьма интересно смотрится. А там что показывается, я не знаю. Написано Коко Фест. Интересная такая штука, да? Что, обзорная площадка, что ли? Ну, опять фонтаны. Как я говорил, в этом городе их очень много. Иллюминация, кстати говоря, приятная. Вообще весьма приятно. Когда называешь отель, главное написать там какой-нибудь Palace, что такое, или Grand. В общем, такие слова накидать, чтобы люди думали, что прям реально это круто. Ну и по виду, кстати говоря, неплохой отель. А в общем и целом в Албании проблем с отелями нет. Можно найти любого класса, уровня. И цена очень приемлемая. Очень приятная, я бы сказал бы так. Прикольно, смотрите. Два силуэта. Видимо, целуются, что ли, я не знаю, что это. Но выглядит интересно. Концепт хороший. Кстати, весьма приятное по цене меню. Смотрите. Салаты в основном в целом от 2 до 3 долларов. Гриль здесь только 12 долларов, 6 долларов, 8 долларов. В общем, да, неплохо. Ну, напитки, что пиво тут и прочее такое. Так что да, салаты от 2 до 3 баксов. Вот мне покушать принесли хлеб стандартно. Эспрессо я уже выпил, у нас стоит там. Потом салатик, зеленый салат просто. И нарезочка такая вот, гриль. Ну, прикольно.